Я хотела создать сильное, простое, тонкое искусство с большим чувством, писала Хелен Шербек своему другу и биографу Эйнару Ройтеру. Здравствуйте, меня зовут Юля Сайфан, я художница, не искусствовед и не критик. Я копирую работы других художников, в основном больших художников, которые оставили след в искусстве, через какие-то конкретные задачи, как цвет и композиция. Работу финской художницы шведского происхождения Хелен Шербек я увидела недавно и была удивлена разнообразию направлений в ее живописи. У нее было академическое образование и возможность остаться в этом направлении живописи. Но она развивалась как художница под влиянием современников всю свою жизнь. Посмотрите, это чистой воды импрессионистический автопортрет. Меня удивляет то, как она открывает свое впечатление от того или иного направления, как оно проникает в ее живопись, становясь отдельным звеном в череде ее работ. Ее живопись стартует, развивается и созревает под влиянием разных направлений. И что для меня удивительно, смотря на этот ряд автопортретов, в них проносится эпоха, в которой есть место по-детски наивному импрессионизму и субъективному, личному, разочарованному в природе человека экспрессионизму. Вы знаете, для чего художники учат истории искусств? Для того, чтобы понимать контекст времени. Искусство развивается неразрывно с ним. Академическое образование Шербек стало устойчивым стартом для экспериментов. Она пример того, как творческий поиск может пройти через всю жизнь художника. В 2020 году был снят фильм «Хелен» о непростом периоде счастья и разочарования ее жизни. Фильм может быть не настолько глубоко содержательный, как художественно ценный. В каждой секунде потрясающая композиция, которую хочется написать. В следующем видео я познакомлю вас со своими работами, которые были написаны на основе ее портретов. Спасибо за ваше внимание, отклики, лайки, за ваши подписки. Всего доброго, до свидания.